Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила. Предлагаю сегодня вам связать вместе со мной вот такие красивые мокасины. Вы знаете, очень интересная модель, мне она очень нравится, очень хорошо подобран цвет. Вы, я надеюсь, тоже подберете красивый. Они отлично держат форму. Как видите, вот и пяточка очень жесткая такая. И даже если их посмотреть вот впереди на сгибе, когда вот будете носить, они восстанавливают форму очень легко, то есть очень хорошо. Я думаю, что вы подберете замечательную пряжу, и у вас получатся тоже очаровательные туфельки. Ну что ж, давайте попробуем их связать вместе. Пряжу взяла Катя Гэтсби Non-Stop Creative. Состав пряжи 77% вискоза, 15% полиэстер и 8% полиамид. Крючок 2,5 миллиметра. И подошва. Подошву максимально подобрала по цвету. И здесь у меня 36 размер. Еще нам понадобится несколько маркеров, 3 штуки будет достаточно. Что будем делать? Обвязываем подошву, затем вывязываем пятку, все по лицевой части, затем узор тоже по лицевой части вяжем только. Перед обвязку будем делать вот такими арочками, а боковые части будем обвязывать длинными столбиками. Подошве отметила, сделала разметку и проколола отверстие на расстоянии полсантиметра одно от другого. Нить очень тонкая, поэтому этого расстояния будет достаточно. И начинаем вязать с пятки. Значит, в каждое отверстие будем провязывать по 2 столбика без накида. В каждое, кроме первого. Первое начинаем, вяжем 1 столбик без накида. Следующие и все остальные 2 столбика без накида в каждое отверстие. Вот провязали 2 столбика. В первое отверстие у нас 1 столбик. И затем, когда мы закончим обвязку по 2 столбика, вернемся вот сюда в конец ряда, то мы провяжем еще 1 столбик в это отверстие, в первое. Вот таким образом продолжаем до конца ряда. В конце ряда провязываем последнее отверстие 2 столбика без накида. И затем в первое отверстие добавляем еще 1 столбик без накида. Теперь в самую первую петлю, с которой мы начинали ряд, соединительный столбик. Воздушная петля подъема. И дальше вяжем ряд полностью столбиками без накида по кругу от начала до конца. Столбик без накида в каждую петлю. Проходим таким образом весь ряд.
В конце ряда заканчиваем его соединительной петлей. Вот после того, как мы ряд прошли, теперь начинаем вывязывать пятку. Ставим маркеры по обеим сторонам пятки, ну примерно на середине ее. Вот я вот на таком расстоянии ставлю. У меня тут хорошо на подошве есть такое деление, по которому можно на глаз просто поставить середину пятки. Главное, постарайтесь, чтобы это было ровно. Петля, которая у нас осталась в конце ряда, вот здесь мы ее не обрезаем нить, мы просто эту петлю фиксируем на маркер. Теперь прокладываем нить до первого маркера направо и начинаем вязать пятку. Вяжем столбиками без накида до середины пятки, до первого маркера. Вот доходим до маркера и затем снимаем эту петлю и провязываем как столбик без накида, а дальше двигаемся до следующего маркера, до той стороны, на той стороне пятки. Довязываем столбики без накида вот сюда, до этого маркера. Здесь мы заканчиваем ряд на петле, вот где у нас маркер. И затем вот эту последнюю петлю переносим на маркер. Прокладываем нить до начала этого ряда, сюда вот на середину пятки, отступаем 3 петли и начинаем вязать столбиками без накида, провязываем эти 3 петли. А дальше чередуем петли, короткие и длинные столбики. Столбик без накида из петли предыдущего ряда, следующий столбик без накида из петли на ряд ниже, столбик без накида из петли предыдущего ряда и из петли на ряд ниже. Вот так их чередуем до конца. Вот здесь у нас провязано 2 ряда. Берем один столбик, вывязываем из петли на ряд ниже. Следующий столбик из петли предыдущего ряда. Снова из петли на ряд ниже. И следующий из петли предыдущего ряда.
Ну, получается такое чередование длинных и коротких столбиков. Их видно. Но вот сейчас пряжа у меня немножко блестит, и поэтому не очень хорошо как бы видно. Но вы увидите, когда начнете вязать. Будет очень хорошо их видно. Вяжем дальше, до конца ряда доходим до маркера на той стороне пятки. Здесь, когда провязываем последний столбик без накида, мы протягиваем нить и сразу же сюда снимаем петлю, вот эта, которая у нас на маркере. И все эти вот 3 петли, которые у нас сейчас на крючке, провязываем столбиком без накида. Вот получилось 3 петли, провязываем просто столбик без накида. А дальше мы довязываем с этой стороны еще 3 столбика без накида. Последнюю петлю переставляем на маркер. Теперь снова протягиваем нить на другую сторону пятки до начала ряда. Отступаем 3 петли вперед. И начинаем вязать аналогично предыдущему ряду. Провязываем 3 столбика без накида. Дальше идем по рисунку длинный короткий столбик до маркера на той стороне. И так продолжаем вязать. Вяжем всего 9 рядов. У меня размер 36, поэтому этого будет достаточно. Смотрите, если у вас размер будет больше 38, например, там 39, то нужно будет добавлять там 2 раза по 3 петли, потом 2 раза по 4 петли и потом еще 5 петель. То есть не все по 3 петли. Добавляйте больше, потому что у вас будет больше длина стопы. Еще важно, вот я вижу уже, что ошибка у меня. Здесь я слишком большое натяжение нити сделала, поэтому придется распустить и здесь провязать этот ряд снова. Нить должна ложиться свободно, потому что если она будет натянута чересчур, то пятка потом окажется стянутой. Это будет некрасиво, это будет неудобно, она на ножку не сядет. А вот чтобы эту ошибку избежать, нить прокладывать лучше всего по задней стороне вот пяточки. Тогда она как бы будет ее огибать, и потом уже при вязании передвигаем ее туда на середину и во внутреннюю сторону пятки. Но натяжение нити нужно регулировать, и вот как раз на первых 2-3 петлях, когда мы вяжем,
здесь на пятке она фиксируется, эта нить, а дальше уже не надо будет так ее держать для того, чтобы она не натянулась. Эта дополнительная нить, она значительно уплотняет пятку. Это очень хорошо. Вяжем по узору, но теперь этот ряд идет в шахматном порядке у нас. Там, где у нас длинные петли, над ними вяжем короткие столбики из петли предыдущего ряда. Там, где короткие у нас столбики, вяжем над ними длинные из петли на ряд ниже. Постараюсь сейчас показать поближе. Вот таким образом вяжем рисунок в шахматном порядке. Здесь у нас короткий столбик, поэтому опускаемся на ряд ниже и вяжем столбик без накида из петли предыдущего ряда. Дальше длинный столбик вяжем из петли на ряд ниже. И получается у нас над короткими столбиками провязываются длинные, над длинными короткие. Вяжем вот сюда до этого маркера и потом продолжаем, пока не будет 9 рядов. Вот провязали все 9 рядов. Получилась очень такая плотная пяточка. Рисунок смотрится очень красиво, просто вот эта пряжа отсвечивает, просто свет не могу его настроить, чтобы прямо четко было видно. Теперь мы больше уже не разворачиваемся и продолжаем по кругу сейчас вязать столбиками без накида. Будем провязывать круговыми рядами без каких-либо соединительных столбиков 5 рядов. И вот начало и конец ряда будет у нас как раз здесь, где мы его начали, тут же и закончится ряд, 5-й ряд. Вот довязываем 5-й ряд. Тут у нас 5 рядов, и тут у нас 5 рядов. И вот здесь, где заканчивается, начинается пяточка, у нас подъем пятки, вот здесь у нас будет конец ряда. Здесь вяжем соединительный столбик. Довязываем ряд до вот этой петли, и здесь соединительный столбик. Теперь забираем эту петлю на изнаночную сторону, закрепим ее там и сможем обрезать нить.
Теперь нить прячу в вязание. И уже там то, что останется, просто обрежу. Вот пяточку мы связали, и высота подъема у нас есть, и теперь можно уже приступать к переду. Находим центр впереди, нам нужно найти центральную петлю, поэтому вот нашли центральную петлю, и от этой центральной петли вправо отсчитываем 8 петель, и с 8 петли начинаем вязать. Всегда очень важно, чтобы правильно был найден центр подошвы вот впереди. Но если вдруг вы ошибетесь на 1-2 петли, вы увидите, провязав 1-2 ряда, что вязание косит, поэтому можно будет распустить и перевязать. Здесь я ввожу уже нить другого цвета и буду уже привязываться вот такой красивой, такой серебристой, но она не серебристая, молочного цвета такого нить. Вот этой нитью будем вывязывать весь узор. Узор будет вязаться по лицевой стороне, и мы постоянно будем повторять 2 ряда, поэтому я вам покажу его подробно сейчас, эти 2 ряда. От центральной петли от маркера отсчитываем 8 петель вправо. 8 петлю провязываем столбик без накида и 2 воздушных петли. Маркер уже можно убрать, он нам больше не нужен будет. Еще 2 воздушных петли. Вот получился столбик из 3 петель. 1, 2, 3. Теперь делаем накид, отступаем 2 петли и в 3-ю провязывать начинаем столбик с одним накидом, но не до конца, то есть вяжем пол столбика. Вот провязали пол столбика, получилось 2 петли на крючке. Теперь снова делаем накид, отступаем еще 2 петли и в 3-ю снова вяжем полустолбик. Теперь у нас на крючке 3 петли, и вот все 3 петли провязываем вместе. Сделали как бы общую вершину у 3 столбиков. Теперь 3 воздушные петли. Делаем накид и провязываем полустолбик в основание последнего столбика, который у нас связан. На крючке 2 петли, делаем накид, отступаем 2 петли в 3-ю полустолбик. Теперь на крючке 3 петли провязываем их вместе. Вот такой получается узор. Делаем снова 3 воздушные петли.
Провязываем полустолбик в основание последнего столбика. Теперь на крючке снова 2 петли, делаем накид, отступаем 2 петли и провязываем в третью, второй полустолбик. Три петли на крючке провязываем вместе. Еще раз 3 воздушные петли. И теперь будем заканчивать ряд так, как мы его начинали, тремя воздушными петлями. Пропускаем 2 петли и в третью вяжем столбик без накида. Вот первый ряд мы закончили. Посмотрим теперь, как он выглядит. Еще раз вам напомню. Мы начали ряд вот с 3 воздушных петель, то есть столбик такой получается. Затем через 2 петли в третью полустолбик, еще через 2 петли в третью полустолбик, вместе общая вершина. Затем снова 3 воздушных петли, полустолбик вяжем в основание столбика и через 2 петли снова вяжем полустолбик в третью. Опять же делаем общую вершину у них. Снова 3 воздушные петли и тут точно так же один полустолбик в основание, а второй полустолбик через 2 петли в третью. Заканчиваем ряд 3 воздушными петлями. Переводим последнюю петлю на маркер. Маркер нужно застегнуть, чтобы он не свалился. И теперь мы вот эту нить перетягиваем на ту сторону. Вяжем этот узор только по лицевой стороне. Вот сейчас второй ряд начинаем со следующей петли, которая за столбиком. Вяжем столбик без накида. Следим за нитью, чтобы она была не сильно натянута. И по мере движения обвязываем ее в вязание. Вот под эти 3 воздушные петли сюда в эту арку провязываем 3 столбика без накида. Теперь последующие воздушные петли в эту арку провязываем тоже 3 столбика без накида. Следующие 3 воздушных петли, под них 3 столбика без накида. Последние будем вязать так. Вяжем 2 столбика без накида. Чтобы провязать третий, берем нить, вытягиваем и снимаем сразу на крючок петлю последнюю с маркера. И потом уже провязываем столбик, все эти петли, столбик без накида. Вот протягиваем нить, снимаем петлю на крючок с маркера и провязываем вместе столбиком без накида.
В следующую петлю за столбиком в конце ряда провязываем столбик без накида. Вот мы провязали первые 2 ряда, и дальше я покажу еще 2 ряда, которые будут постоянно повторяться. Последнюю петлю переносим на маркер и протягиваем нить на правую сторону. Все нечетные ряды начинаются, отступая 2 петли в третью, набираем 3 воздушные петли. Теперь делаем накид и вяжем первый полустолбик в основание первого столбика предыдущего ряда. Накид и следующий полустолбик вяжем вот сюда между двумя вот этими столбиками, вот сюда, в этот треугольничек. Три петли на крючке вяжем вместе общим основанием и 3 воздушные петли. Снова делаем накид и в этот же вот треугольничек между двумя столбиками провязываем еще один полустолбик. Отсюда у нас 2 полустолбика получается. Снова накид. И следующий полустолбик вяжем вот сюда, в этот следующий треугольничек между двумя столбиками. 3 петли провязываем вместе и 3 воздушных петли. Теперь сюда же, вот между этими столбиками, снова вяжем полустолбик, накид и полустолбик. Накид и теперь в следующий сюда вот треугольничек между двумя столбиками вяжем полустолбик. Провязываем общую вершину с 3 петель и 3 воздушных петли. Накид и снова полустолбик сюда же, вот в эти вот между двумя столбиками. Вот так они выглядят, как бы образуя такие полудуги. По 2 столбика вверх вершинами, по 2 столбика вниз, то есть вот так. И теперь последний полустолбик мы должны провязать в самую последнюю петлю ряда, сняв одновременно еще и петлю с маркера. Вот таким образом также протягиваем петлю, потом снимаем с маркера и провязываем вместе полустолбик, а потом все 3 петли. Последние 3 воздушных петли, так всегда заканчиваем ряд, отступаем 2 петли и в третью столбик без накида. Вот такой получается рисунок. Это у нас сейчас был ряд нечетный, то есть первый, третий, а вот сейчас будем вязать 4. Переносим петлю на маркер, протягиваем нить в начало ряда и вяжем четный ряд. Они тоже будут повторяться все время. Начинаем его с самой крайней петли рядом, вот первая петля возле крайнего столбика. Столбик без накида, а затем под вот эту арочку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика без накида.
Вот здесь, где у нас общая вершина, не трогаем петли. Под следующие 3 воздушные петли 3 столбика без накида. Вершину пропускаем снова под 3 воздушные петли, 3 столбика без накида. Опять 3 воздушные петли, 3 столбика без накида. Остались последние 3 воздушные петли, 2 столбика без накида провязываем. Теперь протягиваем нить, снимаем на крючок сразу же петлю с маркера и провязываем столбик без накида вместе с этой петлей. И в первую петлю сразу же после столбика провязываем столбик без накида. Дальше у нас эти ряды будут повторяться. 3 и 4. Повторяем 3 и 4. Единственное различие, у нас прибавляются вот эти вот крайние 3 воздушных петли в каждом ряду, поэтому будет увеличиваться ширина. Начинаем ряд всегда с 3 петли, если мы говорим о нечетном, 2 петли пропускаем, вяжем 3 воздушные петли и двигаемся дальше по рисунку. Давайте еще один ряд пройдем вместе. 3 воздушных петли. Делаем накид, провязываем полустолбик в основание столбика предыдущего ряда. Накид и провязываем полустолбик вот сюда между этими 2 столбиками. Когда у нас 3 петли на крючке, провязываем их вместе общей вершиной и делаем снова 3 воздушных петли. Теперь накид и снова сюда же, откуда мы сейчас провязали последний столбик, делаем полустолбик. Накид и следующий полустолбик делаем между 2 следующими столбиками предыдущего ряда. Три петли на крючке провязываем вместе и 3 воздушные петли. Дальше накид и опять же между 2 столбиками предыдущего ряда вот сюда провязываем первый полустолбик. Накид и второй полустолбик вот сюда между вот этими 2 столбиками. Общая вершина у 3 петель и 3 воздушные петли. Теперь сюда же снова провязываем полустолбик первый, делаем накид, провязываем полустолбик. И между следующими 2 столбиками провязываем следующий полустолбик. Общая вершина и 3 воздушных петли. Накид. Снова сюда же, у нас только 1 столбик, сюда вяжем второй полустолбик, провязываем.
И последний полустолбик в основание последнего столбика предыдущего ряда вместе с петлей, которая у нас на маркере. Вот таким образом. Провязываем общую вершину, 3 воздушных петли и последний у нас столбик без накида. Пропускаем 2 петли на боковой части и в третью вывязываем столбик без накида. Ну, я думаю, что теперь уже все здесь понятно. И это у нас все нечетные ряды такие, и четные ряды у нас по 3 столбика без накида под каждую арочку. Узор получается очень красивый, рельефный. Вы когда вывяжете, вы увидите, это просто смотрится очень шикарно. Ну и провяжем еще четный ряд. Начинаем всегда от петли рядом. Первая петля рядом со столбиком, столбик без накида. И потом в каждую арочку вяжем по 3 столбика без накида. Дальше, я думаю, я уверена, что вы справитесь уже сами. Вот этот узор, он довольно простой, я его очень подробно объяснила, повторяем его просто и все. Вот у нас таких всего получается 8 рядов должно быть. Здесь у нас на вот этой вот туфельке мы провязали с вами вот такие 3 пары рядов, то есть 6 рядов всего. И нам надо еще провязать 5 пар таких рядов. Всего будет 8 пар. 8 лицевых рядов и 8 рядов тоже лицевых, но как бы изнаночных. Да? Всего 16 рядов вяжем. Вот провязали все 16 рядов. И теперь нить не обрываем, снимаем ее вот здесь на крючок и вводим уже опять нить другого цвета, основного нашего цвета. И начинаем провязывать боковую часть столбиками без накида. Светлую нить мы сейчас сразу же вяжем в рисунок и потом уже обрежем конец. В каждую петельку
вяжем столбик без накида. Ну вот теперь можно обрезать эту нить светлую и будем уже дальше вязать только основной нитью. Вяжем по кругу. Все столбиками без накида и довязываем вот сюда до угла. Здесь на углу мы провязываем все петли до последней и потом угловую петлю пропускаем и переходим на перед. И по каждой петле светлого переда провязываем столбики без накида до следующего угла. Вот эту угловую петлю не вяжем, сразу переходим на вот сюда, на светлую часть. Берем здесь первую петлю и провязываем вместе с последней петлей боковой части. Дальше продолжаем, в каждую петлю вяжем столбик без накида. С противоположной стороны точно так же угловую петлю пропускаем и соединяем переднюю часть и боковую часть столбиком без накида. И продолжаем дальше вязать. Вяжем так 3 ряда столбиками без накида. Провязываем круговыми рядами. Никаких соединительных столбиков, просто вяжем все по кругу. И в этом углу, и в противоположном обязательно центральную петлю пропускаем. Вот провязали мы 3 ряда, останавливаемся вот здесь в конце передней части и затем будем вязать изнаночный ряд по переду. Сейчас провяжем обвязку переда вот здесь такими арочками. Украсим, а боковые части будем провязывать столбиками, длинными столбиками. Вяжем изнаночный ряд, 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида и 2 воздушные петли. Дальше через каждые 2 петли в третью столбик без накида, 2 воздушные петли до конца ряда. В конце ряда присоединяем 2 воздушные петли сразу к боковой части столбиком без накида.
Здесь еще провяжем соединительный столбик в следующую петлю. Дальше разворачиваем вязание и теперь сделаем обвязку под каждую арочку. Вот здесь впереди под каждую арочку вяжем 3 столбика без накида. А здесь в конце в углу нам нужно сделать плавный переход к обвязке боковой части. То есть заканчиваем, пропускаем угловую петлю и начинаем вязать длинные столбики без накида. Вяжем столбики без накида, только не из петли предыдущего ряда каждый, а из петли на ряд ниже. Опускаемся на ряд ниже. И они получаются такие как бы длинные. Получается хорошая такая крепкая обвязка. Вот таким образом обвязываем до конца ряда, до начала переда. Здесь заканчиваем ряд. В углу провязываем соединительный столбик. Теперь петлю забираем на изнаночную сторону. Закрепляем ее и обрезаем нить. Вот и все, работа наша окончена. Надо спрятать нить в вязание, конец этой нити. И все, и вложить стельку, лучше всего ее вклеить, чтобы она не болталась и не двигалась. А вот хочу еще показать вам, сколько у меня осталось пряжи от 50 грамм. Честно говоря, я уже начала переживать, что ее не хватит. Но осталось еще грамм, наверное, может 7, может 8. В общем, у нас на 2 туфельки ушло около 40 граммов. Друзья, если это видео вам понравилось, то ставьте, пожалуйста, лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы получать потом уведомления о новых видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Желаю вам хороших, удачных работ и до новых встреч!